Привет! А как же научиться плавать в глубоком бассейне и что делать, если есть страх к воде, а дно вот совсем глубоко? Меня зовут Михаил Романишин, я персональный тренер по плаванию с опытом более 12 тысяч часов работы. У меня есть ролик, который на сегодняшний день набрал 30 тысяч просмотров, и вы все меня спрашивали: окей, все упражнения крутые и классные, мы научились почти плавать, но как же быть, если вдруг бассейн глубокий? Специально для вас, вы внимательно смотрите, обязательно повторяете. Снимаю комплекс упражнений, который научит совсем не умеющего человека плавать, но в глубоком бассейне, там, где ногами достать до дна мы не можем. Ставим прямо этот ролик с телефоном на бортик, нажимаем паузу, выполняем упражнение, продолжаем, снова нажимаем на паузу. Так у вас будет результат намного быстрее. Итак, глубокая часть бассейна, там, где глубина 2 метра. Покажу, как научиться плавать, если оттолкнуться и постоять на дне не получается. Первое упражнение, наша задача просто научиться опускать лицо в воду. Ну и заодно убедиться, что наше тело плавучее, и на самом деле, если ноги немножко притапливаются, то это не страшно. Делаем глубокий вдох, опускаем лицо в воду, и сколько хватит задержки дыхания, просто расслабляемся. Полежали. Если чувствуете, что уже неплохо было бы вдохнуть, делаем выдох носом, поднимаем голову и быстрый вдох ртом. Снова спрятались, полежали, комфортно полежали до первых признаков нехватки кислорода. Выдохнули воздух носом, подняли голову, сделали вдох. Так выполняем 20-30 раз. Приступаем к следующему упражнению, только если замечательно выполнили вот это. Двумя руками придерживаемся за бортик, ногами не шевелим, плечи, шею расслабили. Упражнение 2. Теперь наша задача побыстрее научиться дышать. Попробуем сильно снизить промежуток между вдохом и выдохом. Хороший вдох ртом, опускаем лицо в воду и носом сразу же выдыхаем. Выдох носом делаем неполный. Потянулись руками, сделали быстрый вдох, спрятались под воду, половинчатый выдох носом. Снова красивый быстрый вдох, снова выдох носом. Полностью не выдыхаем, чтобы почувствовать, что вода нас поддерживает. Также расслабляем тело. Выполняем 20-30 таких вдохов без всяких лишних пауз. Не стряхиваем рукой воду с лица, не вытряхиваем уши. К этому надо привыкнуть. Упражнение 3. Теперь наша задача полежать, держась всего одной рукой. Выполняем такую звездочку, не обращая внимания, если у кого-то тонут ноги. Сделали глубокий вдох, набрали побольше воздуха в легкие. Грудная клетка у нас никогда не утонет. Отпускаем одну руку и расслабляем тело. Почувствовали легкую нехватку кислорода, снова взялись за бортик двумя руками. Красивый вдох, спрятались. Не забывайте перед вдохом выпускать пузырьки. Это поможет вам, чтобы и вода в нос не попадала, и приучит в дальнейшем освобождать место в легких, чтобы потом в движении сильно долго не тратить время на вдох. 20 раз сделали задержку, держась одной рукой, 20 раз другой рукой. Приступаем к следующему упражнению, только если вы замечательно, уверенно выполнили это. Давайте сразу с вами договоримся. Если же есть сильный страх к воде, вот вы не любите опускать или даже не умеете лицо в воду, делать пузырьки, выдох под водой, мы не форсируем события. Наша задача зайти в воду и выполнять совсем простенькие, элементарные движения, чтобы вы просто сдружились с ней, привыкли, почувствовали, как вода на самом деле вас поддерживает. Она ни в коем случае не намерена вас опустить на дно. И даже вот на первой тренировке у вас не получится нырнуть до дна, сразу скажу, потому как все мы люди очень плавучие. Четвертое упражнение. Пришло время размять нам ноги. Работаем ногами кролем. Наша задача с маленькой амплитудой, не сильно глубоко, опускать ногу под воду, толкая ее подъемом. Натянули носочки и поочередно в такт мы как бы выполняем такой мини-удар, как в футболе. Двумя руками держимся за бортик, опускаем лицо в воду, половинчатый выдох, подняли голову, хороший вдох. Опустили лицо, выдох, подняли голову, вдох. Наша задача сделать как можно больше вдохов, чтобы приучить себя, как мы это будем делать в дальнейшем в движении. Не забываем, что выдох носом, а вдох ртом. Чувствуем сопротивление от бортика, которое дает в руки. Ноги должны нас вжимать как бы в бортик, и руки сопротивляются, тогда значит вы толкаетесь правильно вперед в нужном направлении. Если же вас пошатывает, скорее всего вы сгибаете колено или же не вкладывайтесь в концовочку грибка. Пятое упражнение. Теперь попробуем отпустить бортик. Полежать просто на воде. Вода вас удержит, можете в этом не сомневаться. Не бывает неплавучих людей. Немножко тонут ноги, ничего страшного. Грудная клетка точно не утонет, потому как мы сделали с вами глубокий, хороший вдох. Опустили лицо, оттолкнулись от бортика, руки в стороны, ноги в стороны. Упражнение звездочка. Глаза как можно ниже. Полежали, сколько хватит задержки дыхания. И подплыли ногами к бортику. Опора двумя руками. Сделали вдох. Опустили лицо, снова оттолкнулись. Подплыли к бортику, выдох носом, вдох,
опустили лицо, снова оттолкнулись. Выполняем так 20-30 раз. Никуда не спешим, задача почувствовать расслабленное тело, убедиться, что вода вас действительно держит. С каждым разом выполнять это упражнение будет все проще. Плавучесть ног особенно, это приобретаемый навык, я об этом говорил в предыдущих видео. Упражнение 6. Теперь поработаем ногами, держась всего одной рукой. Сложновато балансировать. Одну руку ставим строго напротив носа и начинаем работать ногами, так, чтобы рука чувствовала сопротивление от бортика. Вдох вперед. Пока не спешим, про кроль мы сейчас не говорим. Наша задача балансировать телом в воде и поднимать голову для вдоха вперед. 20 вдохов на одну руку, 20 на другую. Чувствуете, что еще нужно добавить. Не сильно освоили это упражнение, повторите еще по 20 раз. Вдох ртом, опустили лицо, половинчатый выдох носом. Следующее упражнение, теперь уже позволим себе поплыть вперед, опускаем лицо, стоя же снова в углу бассейна. Одной рукой держимся за бортик, ставим две ноги на стену и готовимся к толчку. Руки соединили, оттолкнулись и сколько хватит дыхания, просто проскользили вперед, не двигаясь. Потом рукой схватились за бортик, выдохнули, вдох и вернулись обратно. Возвращаться советую вот таким вот способом, отталкиваясь рукой от бортика и снова же скользя. Выполняем так 10-20 раз, советую поиграть на рекорд. С каждым разом вы должны отталкиваться все дальше и дальше. Будет заваливать иногда, но за повороты туловища влево-вправо отвечает у нас таз. Чувствуете, клонит вправо, поверните таз влево. В дальнейшем с опытом вы даже не будете замечать, что вас куда-то там кренит. Просто таз будет срабатывать как стабилизатор. И снова вернулись назад. Руки стрелочкой, ноги вместе. Задерживаем дыхание, лежим сколько хватит кислорода. И упражнение 8, теперь наша задача уже поплыть по-настоящему. Точно так же опускаем лицо в воду, ставим ноги на стенку, отталкиваемся стрелочкой и подключаем теперь ноги. Проплывем, конечно же, дальше, ориентируемся на то, сколько хватит у нас кислорода. Поработали ногами, схватились рукой за бортик, вдох и вернулись обратно, тоже работая ногами. Немножко придерживаясь за бортик, выполняем так 20-30 раз, пока вы уверенно проплывете метров 10, 12, 15. Мы никуда не гонимся, нет сейчас задачи проплывать целый бассейн, просто вот маленькими отрезочками дружим с водой. Ноги работают не амплитудно, чтобы сильно глубоко вы их не притапливали. Пускай проталкивает вас вперед. Сейчас сразу предвижу целую кучу комментариев по поводу того, что ноги не толкают. Значит, натянули носочек и каждой ногой выполняем такое, как движение в футболе, как удар по мячу. Раз, два, раз, два, раз, два. Следующее упражнение, теперь плывем с досточкой. Точно так же отталкиваемся, придерживаясь рукой от стены, подключаем ноги и теперь уже делаем вдох-выдох, держась двумя руками за самое начало досточки. Пусть вся рука ваша отдыхает на доске. Чувствуете, утомились ноги, или же дыхание, или же какая-то тревога появилась. Схватились рукой за бортик, отдохнули, развернулись или поплыли в обратную сторону, или же закончили бассейн до конца. Нет задачи сейчас проплывать целый бассейн за один подход. Лежим на воде, чувствуем опору, чувствуем плавучесть, толкаемся ногами и учим себя выполнять свою первую 1000 правильных вдохов-выдохов под воду. Плывем так 10 отрезочков, вам должно понравиться, как вы двигаетесь. Если же чувствуете, что сильно подутомились, тренировку заканчиваем. В следующий раз начинаем с того же места или с тех упражнений, которые у вас не получились. Не обязательно весь комплекс выполнять за одну тренировку. Но если вы срочно спешите научиться плавать, тогда вот, пожалуйста, уделите 1,5 часа этому комплексу. Следующее упражнение, теперь можно позволить себе держаться за досточку одной рукой. Оттолкнулись от бортика, опустили лицо в воду, сделали половинчатый выдох. Вдох будем делать, держась за доску одной рукой. 5 отрезочков выполнили на одной руке, 5 на другой. Не обязательно проплывать целый бассейн. Постарайтесь убедиться, что дело не в плавсредстве. На самом деле вы уверенно самостоятельно лежите на воде. Досточка так, отвлекающий маневр, который помогает вам почувствовать ладошкой поверхность воды. То есть запомнить такой вот уровень, по которому должно вытянуться все наше тело. Половинчатый выдох носом, вдох ртом. Ориентируемся на признаки усталости. Чувствуете, утомились, остановились, отдохнули и поплыли дальше. Или же вернулись назад. Никто вас сегодня к рекордам не торопит. Так, друзья мои, пришло время поплыть по-настоящему. Сейчас будем выполнять вдох без досточки, с помощью нажатия рук на воду. Вот таким образом, как полусферу рисуем. Опору об воду создали, руки соединили, вернулись назад. Это даже не брас, это такое вот просто нажатие двумя руками на воду. Вообще это упражнение похоже на руки брас, ноги кроль. Спортсмены, даже профессионалы, часто выполняют такое упражнение на тренировках. Половинчатый выдох, лицо внизу, нажали на воду, сразу вдох. Только разводим руки, сразу выполняем вдох. Ноги толкают не спеша,
Снова же наша задача почувствовать, как мы лежим грудью, всем телом на воде. Оттолкнулись от бортика, использовали эту скорость скольжения, подхватили ее ногами, выдохнули, грибок руками, вдох. Выдох, грибок руками, вдох. Тоже выполняем так 10 отрезочков. Пусть это будет 5 метров, пусть 10, пусть 12, но вы потихонечку вырабатываете привычку у себя делать выдох-вдох, и у вас точно после этой тренировки не останется возражений, что вы не умеете лежать на воде. Одно из бонусных упражнений, советую всем начинающим выполнять его с прищепкой. Задача сделать глубокий вдох, задержали дыхание, стали вертикально и позволяем своему телу, как поплавочек, просто покачаться вверх-вниз. В груди у вас много воздуха, на дно точно не пойдете, поверьте мне, как бы вы ни старались. Подождите просто, когда всплывут у вас глаза. В любой момент вы можете включить ноги, которые мы уже натренировали, они умеют вас толкать, и всплыть. Выполняем прямо в углу бассейна, там где с двух сторон у вас бортик. Поныряли поплавком, схватились рукой за бортик, выдох, вдох. Почему советую прищепку начинающим? Потому как в этом положении в нос попадает вода. Убедились, что вы уже умеете плавать? В понимании всеобщем, плавание – это именно кроль. Поэтому на закрепление всегда на первой тренировке я советую своим ученикам проплыть на задержке дыхания, вот без всяких вдохов правильных, без разных разучиваний секретов вольного стиля. Просто сколько хватит дыхания, несколько грибочков, пусть даже будет 4 грибка кролем. Руки поочередно в данном случае выполняют круговое движение. Ногами мы уже умеем правильно толкаться кролем. Проплыли, схватились за бортик, выдох, вдох, остановились, отдохнули. Обратно вернулись. Постарайтесь совсем немножко уделить внимание тому, как вы цепляетесь ладошкой за воду. Сейчас это будет сделать не просто, именно вот почувствовать, потому как очень много зачем вам есть следить. Смотрим на дно, плиточка двигается, ноги толкают, руки загребают, все замечательно. Сделали 4-10 грибков, сколько хватит дыхания, выдох, вдох, остановились, отдохнули. Выполняем так 10 отрезочков. И еще одно бонусное упражнение, которое совсем вам добавит уверенности, тоже советую выполнять с прищепкой для носа, это звездочка на спине. Наша задача глубокий-глубокий вдох сделать, задержать дыхание, лицо поднять вверх, одной рукой придерживаемся и полежать на воде. Пусть тонут ноги, как у меня, не обращайте внимания. Можно потянуться стрелочкой, можно руки-ноги в стороны, выполнить звездочку. Дыхание закончилось, остановились, выдохнули, вдохнули. 5 раз сделали, держась рукой, 5 раз можете уже отпустить руку и полежать на воде, рядом возле бортика. Советую это упражнение выполнять именно в конце, после всех предыдущих. Если чувствуете, что можете уверенно выполнять все упражнения предыдущие, особенно дышать без плавсредств и без досточки, значит приступаем к вот этому, лежим на спине. Если вас вдруг отнесло от бортика, поворот на живот и ногами доплываем в сторону бортика. Полежали, прогнули поясничку, живот вверх, ноги тонут, ничего страшного. Расслабляем тело, грудная клетка, лицо точно не утонут. После того, как вы сделали глубокий-глубокий вдох. Можно побалансировать, попробовать поднять ноги повыше. Разворачиваемся, включаем ноги и плывем к ближайшему бортику. Друг мой, было полезно? Прошу тебя подписаться на мой канал, поставить колокольчик и не пропускать дальнейшие видео. Я постараюсь научить вас плавать таким образом вот через мой YouTube канал всеми стилями. Буду благодарен за обратную связь. Какое упражнение было сложнее, как вообще получилось ли у вас под конец тренировки поплыть. Напишите в комментариях и добавляйтесь ко мне в Instagram. То есть подписывайтесь на меня в Instagram, будем вести коммуникацию там, сбрасывайте видео с вашим техникой плавания, если вы уже можете плавать. Я вам скажу, даже есть уже 5 человек, которых я обучил плавать вот так вот по видеосвязи. Мы созвонились в WhatsApp, поставили телефончик на бортик и благополучно решили все возражения человека с водой связанные. Поэтому кому нужна будет помощь, я очень рад. С самыми наилучшими пожеланиями, ваш самый заботливый тренер Миша Романишин. Обнял.